Окей. Всем привет, с вами Василий Жданов, и я в Рязанской области, в городе Рыбное, в детском юношеском спортивном школе «Звезда». Со мной стоит главный тренер Сергей Скотников. Сергей, привет, спасибо, что пригласил. И Сергей расскажет про подачу «Обратный маятник». Сергей, давай. Итак, добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня я вам расскажу про подачу «Обратный маятник». В основном покажу наши первые, несколько вариаций, их всего две вариации. Одна с нижним вращением боковым и другая с верхним боковым вращением. Покажу, как правильно при этой подаче держать хватку ракетки, и в основном основные позиции в этом покажу. Первое, давайте расскажу вам про хваточку. Хваточка у нас держится вот таким вот образом. Мы в основном всю часть плоскости пальцев задействуем на ракетке. То есть ракетка, для того, чтобы у нас ракетка с кистью двигалась свободно и непринужденно. То есть нам не мешало ничего. Если мы будем держать неправильно, то что у нас ракетка будет всегда ударяться об руку, и это не получится у вас подача обратного маятника. Так, сейчас первое, я надеюсь, что вы уже все знаете и давно это все изучено. Первое, расскажу вам немножко про стоечку. Все стойка, которая у нас подается справа, с подачей, все связано. У нас правая нога немножко отходит назад, левая спереди. В принципе, для абсолютно любых подач, какие мы хотели бы подавать, то есть маятник простой, либо обратный маятник. Сейчас я покажу первую вариацию обратного маятника. Она заключается в том, что эта подача идет с нижним боковым вращением. Основные особенности этой подачи, в чем она заключается, это нижнее боковое вращение. Движение у нас идет, мы замахиваемся, ракетку уводим за плечо, и движение у нас идет не в бок, а движение у нас идет поступающее на стол, вперед. В этом заключается, из-за этого, когда мячик у нас по полету приземляется на ракетку, и движением вперед мы создаем боковое нижнее вращение, тем самым получается у нас боковое вращение, нижнее. Вторая вариация у нас обратного маятника – это боковая в основном и верхняя боковая подача. Она заключается в том, что первая у нас подача обратного маятника была с нижним вращением. Она у нас идет поступающим движением на стол. Вторая вариация у нас идет из-за того, что у нас поступающее движение идет не на стол, а идет в бок. Тем самым получается боковое, а если мы еще зацепим его немножко вверх, протащим, получается верхнее боковое вращение. Еще раз покажу вариацию первого маятника. И вариацию второго маятника. Значит, Сергей поделился с вами техникой исполнения подачи с обратным маятником. Используйте ее в своей игре. Под этим видео будет его контакты. Добавляйте друзья, задавайте вопросы. Сергей очень открытый человек, ответит на ваши вопросы, пояснит, как сделать. В общем, добавляйте друзья. Также, если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Сергей, спасибо еще раз. Спасибо вам. Все, пока.